Утром 29 мая 1453 года по улицам Константинополя бежал человек и кричал. Кричал по-гречески, по-итальянски. Просто кричал, потому что слов уже не было. Турки вошли в город. Тысячелетняя Восточная Римская империя прекратила существование примерно за несколько часов до рассвета, и никто из тех, кто это пережил, долго не мог толком объяснить, как это вышло так быстро. Казна пустая, армия 7 тысяч человек против 100 тысяч снаружи, и одна незапертая дверь. Но обо всем по порядку. К 1453 году Константинополь был тенью самого себя. В пике, в VI-VII веках, здесь жило около полумиллиона человек. Торговый перекресток двух континентов, место, где латынь мешалась с греческим и арабским прямо на рынке. Ко времени осады 30-50 тысяч, может меньше. Огромные кварталы внутри стен заросли огородами и виноградниками посреди города. Город умирал давно. Крестоносцы разграбили его в 1204 году так, что он так и не оправился. Чума добила население в середине XIV века. Генуэзцы и венецианцы перехватили торговые маршруты, османы сомкнули кольцо. К середине XV века Константинополь был буквально островом в море турецких владений, сухопутной границей длиной несколько километров. И все. Его падение было уже не вопросом «если», а только «когда» и «как». Константин XI, палеолог, слал письма на Запад. Запад слушал и не присылал ничего существенного. Флот, несколько генуэзских судов в Золотом Роге и горстка собственных кораблей. Профессиональные войска – около 7 тысяч человек, из которых примерно 2 тысячи – иностранные наемники. Генуэзцы под командованием Джованни Джустиниани. Константин мог уйти. Венецианцы держали для него место на корабле. Он отказался. «Я останусь здесь, умирать вместе с городом». Что-то в этом роде. Его тело так и не нашли. По одной версии, он погиб в финальном штурме, сражаясь уже как рядовой, сорвав перед смертью знаки императорского достоинства, чтобы враг не знал, кого убивает. Правда это или красивая легенда, не берусь утверждать. Но то, что он не бежал, подтверждено всеми источниками. Стены, однако, были настоящими. Феодосиевы стены, 3 линии укреплений, ров снаружи, высота до 12 метров, построены в V веке. За 1000 лет их не взял никто, кроме крестоносцев, в 1204 году, и то через другую точку и при другом раскладе сил. Стены были главным аргументом, почти единственным. Мехмеду II в момент осады было 21. Во второй раз на троне. Первый раз его отец Мурат II забрал власть обратно через 2 года, потому что сын слишком много себе позволял. Образованный, говорил на нескольких языках, читал про Александра Македонского и брал с него пример буквально. Взять Константинополь – это для него была не просто военная задача – стать наследником Рима, стать тем, кем Рим стал для древнего мира. Пророк Мухаммед, согласно хадисам, говорил о завоевании этого города как о деянии великого правителя. Мехмед готовился заранее. За год до осады он построил крепость Румели-Хисар прямо на европейском берегу Босфора, контролировать пролив и отрезать Константинополь от поставок с Черного моря. Когда венецианский корабль попытался пройти мимо без разрешения, его потопили, команду казнили. Сигнал был четкий. Армия огромная. Цифры спорны. Источники называют от 80 до 150 тысяч человек. Реалистичнее – около 100 тысяч, с учетом вспомогательных войск, плюс около 140 кораблей в Мраморном море. Решающим оказались не только люди. У Мехмеда был Урбан. Урбан – венгерский или трансильванский литейщик пушек, источники расходятся. Он сначала предложил услуги Константину. Константин не смог заплатить. Тогда Урбан пришел к Мехмеду. Мехмед заплатил, дал мастерские, материалы и время. Результатом стала пушка, которую историки называют базиликой. Длина ствола около 8 метров, каменные ядра весом в несколько сотен килограммов. Ее тащили к Константинополю на десятках валов, под весом укрепляя дороги. Феодосиевы стены строились против таранов и требушетов, не против этого. У базилики был один практический недостаток. После каждого выстрела ее охлаждали несколько часов. Реально около 7 выстрелов в день. Но когда каждый выстрел обрушивает метр средневековой кладки, 7 достаточно. Осада началась 2 апреля 1453 года. Орудия поставили напротив слабых участков стены. Флот закрыл море, лагерь растянулся вдоль периметра.
Первые дни защитники держались неплохо. С рассветом орудийный расчет Урбана заканчивал долгую процедуру зарядки. Засыпали порох, закатывали каменное ядро весом в несколько сотен килограммов, набивали пыш, выверяли прицел. Потом поджигали фитиль, разбегались в стороны, и земля вздрагивала. Ядро летело медленнее, чем из легкой пушки. Его было почти видно в воздухе. И когда оно ударяло в кладку V века, стена отвечала не треском, а глухим обвалом, как будто что-то тяжелое падало изнутри. Защитники стояли за зубцами и смотрели на это. Делать было нечего, не выйди же навстречу ядру. Ждали, пока пыль осядет, оценивали пробоину и сразу же начинали таскать мешки с землей, бревна, все, что было под рукой. Пробоину затыкали еще до следующего выстрела. У базилики уходило несколько часов на охлаждение. Это давало время. Немного, но давало. На стенах стояли лучники, и греки, и генуэзцы-джустиниане. Когда турецкие отряды подходили близко, щупая подступы, со стен летели стрелы. Настоящих штурмов в первые дни не было. Мехмед не спешил гнать пехоту на целые стены. Сначала пушки, потом люди. Это была новая логика войны, и Феодосиевы стены против нее не проектировались. Джустиниани ходил вдоль периметра, проверял участки, переставлял людей туда, где кладка расходилась сильнее. Он умел это делать – держать оборону малыми силами на большом фронте, не давать людям расползтись, не давать панике занять место дисциплины. Генуэзцы были профессионалами. Тяжелые доспехи, арбалеты, умение держать строй. Они закрывали самые опасные участки. Мехмед попробовал зайти с моря, но цепь, перегораживающая вход в Золотой Рог, удержала флот. Тогда он сделал ход, о котором пишут в каждом учебнике. Его люди за одну ночь перетащили 70 кораблей по суху, по деревянным настилам, смазанным жиром, из Босфора в Золотой Рог, в обход цепи. Около 4 километров волоком, в темноте, в тишине. Работали ночью, тысячи людей, тянули канаты, подкладывали новые доски вперед, убирали старые сзади. Корабли шли как будто по воде, только вместо воды был склон холма. Когда защитники увидели турецкие суда с внутренней стороны, это ударило сильнее многих обстрелов. Теперь нужно было держать еще и береговую линию Золотого Рога. Людей не прибавилось, их стало меньше, растянуто на больший периметр. Примерно в середине осады венецианский корабль, один из немногих, кто мог привезти подкрепление, объехал острова в Эгейском море, не нашел никаких союзных флотов и вернулся обратно в Константинополь. Один корабль. Просто потому, что не мог бросить людей без ответа, хотя ответ был «помощи нет». Я думаю об этом капитане и не могу найти правильного слова для того, что он сделал. Изматывало и другое – неопределенность. Никто не знал, когда придет финальный удар. Каждую ночь стояли на стенах, каждое утро чинили пробоины. Ядра падали днем, ночью таскали землю и бревна, к утру снова стояли на позициях. Сон урывками. Слухи о венецианском флоте приходили и уходили. Такое ожидание изматывает иначе, чем сам бой. Если разбирать историю вот так вам интереснее, чем читать даты, подпишитесь. Дальше. Финальная ночь. Пока шла осада, в городе происходило то, что всегда происходит в осажденных городах. Люди собачились между собой. Генуэзцы и венецианцы не любили друг друга. Застарелое торговое соперничество, которое никуда не делось только потому, что снаружи стояла армия. Православные и католики смотрели друг на друга с подозрением. Уния, заключенная во Флоренции в 1439 году в надежде на западную помощь, воспринималась частью духовенства как измена вере. Один из высших иерархов, Лука Нотар, произнес тогда фразу, которая потом стала знаменитой: «Лучше турецкий тюрбан, чем латинская тиара». Это говорилось всерьез. Они не соглашались друг с другом, но держали одну и ту же стену. Ночью с факелами заделывали пролом в кладке, утром уходили спорить о богословии. Потери в людях восполнить было нечем. Каждый убитый защитник – минус из 7000, без возможности прибавить. Участки стены приходилось перекрывать, сдвигая людей с других секторов. Мехмед предложил условие: «Сдайте город добровольно, жители уйдут живыми». Константин отказал. В ночь с 28 на 29 мая Мехмед объявил финальный штурм. Перед этим пауза. Военный отдых, молитвы в лагере, ночные огни по всему периметру. Защитники видели это зарево и понимали, что завтра – решение.
В Святой Софии той ночью шла долгая служба. Пришли все, кто мог, православные и католики вместе, что до этого было практически невозможно. Последняя литургия в Святой Софии, как в христианском храме. Собор был переполнен, горело множество свечей, пение выходило на улицу. Потом люди разошлись по своим участкам. Надели доспехи, встали на стены. Штурм начался около часа ночи. Первой волной пошли баши-бузуки. Это не регулярная армия. Сборные отряды добровольцев, наемников, охотников за добычей. Вооружены кто чем. У одних копья, у других топоры, у третьих просто длинные ножи. Одни в кожаных куртках, другие вовсе без защиты. Они шли плотной толпой, с шумом, барабаны, крики, марчащие, и эта волна выплеснулась на ров перед стенами. Защитники встретили их сверху. Со стен полетели стрелы, бретельтины-лучники и арбалетчики разрядили все разом в толпу внизу. Потом в ход пошли камни. Большие, заранее приготовленные, их сбрасывали прямо на тех, кто пытался карабкаться по лестницам. На некоторых участках лили горячую смолу. Баши-бузуки лезли, срывались, лезли снова. Те, кто добирался до верха лестницы, сталкивались с генуэзскими алебардчиками. Длинные рукояти, широкие лезвия и слетали обратно вниз. Мехмед наблюдал с холма. Башибузуки несли потери, но делали свое дело. Они измотали защитников, вытянули стрелы, потратили часть сил. Через час он подал сигнал отступить. Пауза. Защитники на стенах переводили дыхание, подтаскивали новые камни, пересчитывали стрелы. Их оставалось меньше, чем час назад. Второй волной пошли анатолийцы, регулярная пехота, организование в доспехах со щитами. Они двигались колоннами и держали строй даже под обстрелом. К этому моменту в нескольких местах стена была сильно разбита орудиями, не до дыры, но до состояния, когда кладка крошится от любого удара. На эти участки анатолийцы и нажали. Лестницы снова пошли вверх. Генуэзцы отбивали их баграми, длинными крюками на шестах, которыми можно зацепить лестницу и опрокинуть ее вместе с людьми. Но анатолийцы были упорнее башибузуков. Там, где одну лестницу роняли, ставили следующую. На некоторых участках дошло до рукопашной, прямо на гребне стены. Защитники с мечами и топорами против тех, кто только что перелез. Эти схватки были короткими и шумными, и каждый раз атаку отбивали, но каждый раз ценой усилий. Джустиниани носился вдоль участка, орал, перебрасывал людей. Там, где анатолийцы зацепились за гребень, он кидал туда сразу несколько человек, задавить числом раньше, чем на стену заберется еще кто-то. Пока это работало. Потом третья волна. Янычары. Это была личная гвардия Мехмеда, элита, люди, которых растили для войны с детства. Они шли в полном доспехе, в дисциплинированных порядках, под барабаны, которые отбивали шаг. Никакого крика, никакой суеты. Просто движение вперед, ровное и неостановимое. Защитники на стенах к этому моменту воевали уже несколько часов. Руки тяжелее, стрелы на исходе. Люди стоят на тех же местах, никакой ротации, Мейского. И тут Джустиниани. В какой-то момент он получил ранение. Точно неизвестно, куда. То ли арбалетный болт нашел щель в доспехе, то ли осколок кладки. Но достаточно серьезное, чтобы он попросил открыть ворота и уйти с поля. Константин оказался рядом, умолял остаться. Без него этот участок держится только на его имени. Джустиниани посмотрел на него и ушел. Его вынесли через ворота к кораблям. Назвать это трусостью слишком просто. Он был ранен. Но для стены его уход оказался почти смертельным. Именно он держал дисциплину на участке влахернских стен. Именно его голос разворачивал людей туда, куда нужно. С его уходом что-то сломалось. Не сразу, но через несколько минут люди начали оглядываться, искать командира, не находить. Потом Киркопорта. Маленькие ворота во Влахерской стене. Служебный вход, через который в мирное время выходили патрули. В суматохе ночи, когда все бегали туда-сюда, кто-то использовал их и не запер обратно. По одной версии просто забыли, по другой кто-то открыл намеренно. Это так и не установлено. Группа турецких солдат, человек 50, может больше, двигалась вдоль стены и нашла эту дверь. Толкнули. Открылась. Они вошли внутрь города и оказались за стеной, с той стороны, где стены не было. Первый крик «Турки внутри!» Его услышали на соседних участках. Люди стали оглядываться и увидели позади себя то, чего там быть не могло. Это все. Когда человек видит врага у себя за спиной, он перестает держать строй вперед.
Это инстинкт, против которого тренировка помогает, но не всегда. Строй начал рассыпаться. Не сразу везде, но быстро. Страх распространяется быстрее, чем бегут люди. Янычары снаружи увидели, что стена вдруг перестала огрызаться. Полезли интенсивнее, нашли незащищенные участки, перебрались. Через несколько минут это была уже правда для всего периметра. Константин бросился в гущу и погиб. Где именно, неизвестно. В городе началась волна, которую не остановить никакими стенами. Мехмед дал войскам 3 дня на разграбление. Такова была традиция тех войн. Реально грабеж длился немного меньше, но прошелся тяжело. Людей уводили в рабство. Оценки расходятся от нескольких тысяч до 30 тысяч. Сам Мехмед въехал в город к полудню. По описанию хрониста Критавула, он направился первым делом к Святой Софии. Там еще были люди, укрывшиеся внутри. Он остановил насилие, приказал не трогать. Потом совершил намаз прямо в соборе и объявил, что отныне это мечеть. Мехмед хотел Константинополь как столицу, а не как руины. Через несколько дней он начал возвращать греческих торговцев и ремесленников в город, давать им дома и статус. Генуэзскую колонию Галата оставили в покое в обмен на лояльность. Православному патриархату разрешили существовать. Новый патриарх Геннадий Схаларий был лично утвержден Мехмедом. Договоренность, которая затем протянется на века. Название «Стамбул» вошло в обиход из греческого разговорного «Истинполин» – «в город». Европейцы еще долго писали Константинополь на своих картах, иногда из упрямства, иногда просто по привычке. Мехмед принял титул «Кайсер Ирум» – «Цезарь Рима». Он настаивал на этом вполне серьезно. После падения города начался исход греческих ученых. Пергамент в этой истории несет не абстрактная Европа, а конкретный беглец – Виссарион Никейский, который в итоге стал кардиналом и завещал Венеции свою библиотеку, один из крупнейших сборников греческих рукописей того времени. Люди несли знания на себе, потому что больше нести было нечего. Платон, которого средневековая Западная Европа знала в основном по пересказам, вдруг стал доступен в оригинале. Аристотель, которого знали через арабские переводы, появился в греческом первоисточнике. Падение Константинополя вызвало Ренессанс – это преувеличение, которое встречается слишком часто. Ренессанс уже шел. Но приток греческих текстов его точно ускорил и повернул в сторону платонизма заметно резче. Флорентийская Платоновская академия Козимо Медичи – прямое следствие. Торговые пути перекроились. Константинополь контролировал транзит между Европой и Азией. Теперь этот транзит стал османским. Колумб не поплыл из-за одного Константинополя. Но после 1453 года обходные дороги стали и дороже, и срочнее. Васко да Гама обогнул Африку в 1498 году. Колумб поплыл на запад в 1492 году. 1453 год стоит на перекрестке нескольких историй одновременно. Джустиниани и его люди 1,5 месяца сдерживали армию в 20 раз больше своей. Это не провал. Это феноменальный результат при тех ресурсах. Проиграли потому, что снаружи не было никого. Европа 1453 года – не монолитный Запад, который мог что-то решить. Венеция торговала с османами, Генуя тоже. Венгрия потерпела разгром при Варне в 1444 году и не спешила к следующему столкновению. Франция вязла в Столетней войне, которая закончилась буквально в том же году, в 1453. Папа Николай V слал письма. У каждого было свое «не сейчас». Плюс стены. Феодосиевы стены строились против таранов и требушетов, не против пушек Урбана. После каждого ночного ремонта участок к утру снова обрушивался под очередным залпом. Защитники не могли компенсировать это никаким мужеством. Ну и киркопорта. Маленькая незапертая дверь. За ней, скорее всего, не предательство, а просто усталость, суматоха и ночь, которая закончилась быстрее, чем думали. Святая София стояла мечетью почти 500 лет. В 1934 году Ататюрк превратил ее в музей. В 2020 году Эрдоган снова сделал мечетью. Туристы сейчас заходят внутрь, мозаики с Христом и Богородицей закрыты занавесками во время молитвы и открыты в остальное время. Охрана следит за расписанием. Феодосиевы стены частично стоят до сих пор. Их можно пройти пешком. В нескольких местах видны следы пробоин от османских ядер,
Не восстановленные, просто заросшие и законсервированные временем. Стена, которую 1000 лет не мог взять никто, сдалась перед орудием, которого не существовало, когда ее строили. Последний православный патриарх Константинопольский по-прежнему базируется в Стамбуле, в районе Фанар. Власти практически никакой, последователей в самой Турции почти нет, но патриархат существует. Часть договоренности 1453 года, растянувшейся на 5 с лишним веков. Мехмед II умер в 1481 году, не дожив до 50. Его называли Фатих, завоеватель. Константин XI не оставил наследников. Род палеологов угас к концу 15 века. Иван III Московский женился на племяннице Константина и принял двуглавого орла как герб. Идея Третьего Рима появилась чуть позже, но выросла именно из этого брака. Мехмед взял город, но город не стал тем, что можно переписать указом. Стамбул остался многоязычным, торговым, прагматичным, почти на прежнем перекрестке. И в нескольких местах на его старой стене до сих пор стоят незаделанные пробоины. Просто заросли. Подписывайся.